Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Как всегда, воскресенье, как всегда, Дэн Стрелков, проект Forex Times. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете и торговые рекомендации, и ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи и комиссии по торговле товарными фьючерсами, также прогнозы на основе волновой теории Ральфа Эллиота, стратегические целевые уровни, которые ценой с очень большой вероятностью будут протестированы. И также со следующей недели я начинаю практиковать данные фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи. Таким образом, мы с вами с помощью данных опционного рынка Чикагской товарной биржи находим стратегические целевые уровни, которые с очень большой вероятностью ценой будут протестированы, так как на этих уровнях профессиональные участники рынка ожидают цену, чтобы опционными контрактами хеджировать свои фьючерсные сделки. С помощью волновой теории Ральфа Эллиота мы выстраиваем структуру рыночную и видим, в какой именно фазе мы сейчас рынка находимся, а уже с помощью данных фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи мы будем видеть нарастающее скопление именно фьючерсных уже контрактов профессиональных участников Чикагской товарной биржи. Поэтому приходите, прогнозы и торговые рекомендации станут еще лучше. А сегодня уже, как всегда, мы рассмотрим вероятное движение трех торговых инструментов. Евро, там есть очень интересный вопрос, который необходимо нам с вами рассмотреть. Золото, где рассматривать нечего вообще. И швейцарский франк, который так и хочет развернуться. Ну что ж, давайте начнем с евро и уже классика, которую, скорее всего, вы уже слышали не единожды. Это образование треугольника, это классический сейчас момент, о котором говорят все, собственно, А, Б, С, Д, Е и вынос рынка. Собственно, из этого треугольника вверх и в данный момент с большой вероятностью рынок продолжит расти. Но первый момент по поводу продолжения роста, друзья. Так как если мы здесь предполагаем треугольник, а треугольник у нас это с вами предпоследняя волна, то можно логически предположить, что это волна 4, а начали мы рост отсюда с импульсной волны 1. И если таким образом предположить, то у нас раз, потом два, потом три. Вот у нас волна 4, и мы идем на пятую волну. И здесь есть один очень интересный момент, а это размер пятой волны. Вы знаете с точки зрения классической волновой теории Ральфа Эллиота, что первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая, что первая волна и пятая, они могут быть очень часто соразмерны, то есть величина первой волны, величина пятой волны одинаковы. Посмотрите, пожалуйста, на нашу первую волну. Она маленькая, собственно, пятая волна запросто может быть раз, два, три, четыре, пять. Нам достаточно обновить максимум волны B треугольника, вы знаете А, Б, С, Д, Е, следовательно, это волна B. И, следовательно, выходим на пятую волну, которая может быть очень небольшой, и убегаем на огромную коррекцию по отношению к этому огромному большому импульсу. Это вариант номер один, который мне очень нравится по той простой причине, что профессиональные участники Чикагской товарной биржи, помимо 4 миллиардов, которые они уже нам показали опционными контрактами PUT, они еще показали нам 2 миллиарда сверху. Друзья, здесь примерно на 6 миллиардов долларов опционных контрактов PUT. Это ожидание профессиональными участниками Чикагской товарной биржи цены, дабы хеджировать свои фьючерсные сделки на покупку данными опционными контрактами. Следовательно, наша задача сейчас не покупать, а понять, откуда можно продавать. И самое, что интересное, вот у нас есть скопление опционных контрактов Call, достаточно хорошее скопление, 440
миллионов долларов и 140 миллионов долларов опционных контрактов call, откуда, в принципе, цена может уже развернуться вниз, тем более, что, в принципе, пятиволновая структура здесь может подойти к завершению, и можем начать уже разворачиваться. Поэтому, друзья, если вы находитесь в покупках, то держите. Еще пунктов 150, я предполагаю, можно смело держать. Мы же в комьюнити будем рассматривать исключительно продажи. Это первый вариант. А теперь вариант номер два. Вопрос, который просто на миллион. Если у нас с вами здесь действительно треугольник, как все во всем мире рассказывают, а к чему его привязать? Понимаете, в чем дело? К чему я это все веду? Если это треугольник, значит, вот это третья волна. Треугольник у нас четвертая волна, выход в пятую волну. Третья волна – это волна импульса. Если мы предполагаем, что вот здесь у нас волна номер один, далее коррекция в волне номер два, то вот это третья волна. И да, действительно, я запросто найду вот здесь импульс. Да, действительно, я запросто здесь найду импульс. У меня огромный вопрос вот к этой волне. А она должна быть импульсная. И когда я говорю «должна быть», она должна быть импульсная, так как если это третья волна старшего порядка, то в ней, вот, в ней три волны младшего порядка, они все должны быть импульсные. Почему я так привязался к этой волне? Да по той простой причине, но вот на дневном таймфрейме не очень хорошо видно, а давайте на более младшем посмотрим. Там очень интересные моменты есть. Так, вот у нас эта волна. Здесь необходимо найти, давайте я даже поменьше сделаю, будет лучше видно. Да, вот так лучше будет видно. Друзья, нам в этой волне необходимо найти, а именно в какой? Вот от этой точки до этой нам нужно найти импульс. Самое забавное, что импульс в этой волне я найду запросто. Тут особо проблем не составляет. И то в данный момент, так давайте предположим, здесь у нас треугольник, а импульс может начаться так, либо отсюда, либо отсюда. Надо будет как-то посмотреть, но даже если отсюда раз, два, три, четыре, пять. Ага, и здесь у нас раз, два, три, четыре. Вот, кстати, интересно, опять же таки, по поводу импульса в этой волне. Но меня больше интересует вот эта волна. Потому что то, что здесь у нас коррекция, никто спорить не будет. Коррекция у нас есть. Прекрасно. Теперь нужно определить, что у нас до коррекции. И максимум, что здесь я могу найти, это начальный расширенный диагональный треугольник. И сейчас объясню, в чем смысл. Есть правило конкретное у диагональных треугольников. Собственно, первая волна меньше третьей, третья меньше пятой, вторая меньше второй, четвертой. И четвертая волна должна поглощать максимум первой волны и не быть ниже минимума второй. Все правила отработаны. Но давайте поищем обычный импульс, классический импульс. Ну, к примеру, давайте посмотрим максимумы и минимумы волн. Вот смотрите, максимум, 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 минимум, 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 максимум. Здесь понятно, коррекция глубокая, мы ее не трогаем. Вот давайте посмотрим в этой пиле, как я говорю, что здесь можно найти. Итак, у нас есть три вида импульсов в выстрел. Классический пятиволновой и диагональный треугольник. Либо классический, либо расширенный. Больше импульсов не существует, и у них существуют определенные правила. Итак, первая волна, вторая, третья, четвертая, стоп. Четвертая волна поглотила максимум первой волны. Два первых вида импульса сразу исключаются, остается диагональный треугольник. Но диагональный треугольник сюда никак не накручивается. По той простой причине, что третья волна меньше потенциальной пятой волны. Я проверял. Хорошо, но и расширенный диагональный треугольник вот в этом месте тоже никак не накручивается. И, друзья, как бы мы здесь ни старались, здесь даже не накрутишь 1-2, 1-2, потому что вот этот минимум опять поглощает этот максимум.
А я не могу накрутить здесь 1, 2, 1, 2, 1, 2, потому что у нас есть вот этот минимум, который поглощает и один, и второй, и третий максимум. То есть у нас вот эта коррекция к вот этому всему движению. Следовательно, в этом движении нужно найти импульс. Вот здесь нужно найти импульс. А он не находится. Ну вот как-то никак. Да, вы можете сказать, а давай так, первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. Давай, но тогда первая меньше третьей. Я уже проверял. Но никак не накручивается импульс. И у меня очень большой вопрос к этой волне. Но вопрос отпадает, если мы подключаем сюда начальный расширенный диагональный треугольник в волне А, потом коррекцию в волне Б, и сюда импульс в волне С. Надо, кстати, посмотреть, было бы здесь импульс, но мне кажется, здесь его будет гораздо проще накрутить, чем до этого, потому что вы видите максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум. Видите, минимумы не поглощают хотя бы максимальные значения. Поэтому здесь можно будет импульс найти. Волна С. А если у нас здесь зигзаг? Вот теперь давайте посмотрим на более старшем таймфрейме. Вот. А если у нас здесь зигзаг с обновлением максимального значения, то что это может быть в контексте импульса? Только плоскость. Раз, два, три, раз, два, три, импульс. Раз, два, три, четыре, пять. Или в данном случае с зигзагом вниз. Зигзаг, зигзаг, импульс вниз. Но у нас и импульса здесь нет, потому что вниз зигзаг. У нас даже бегущая плоскость не может здесь возникнуть. А к чему я это все веду? А почему бы у нас вдруг, вот это такая глупая ситуация, глупая мысль, но почему бы у нас не мог бы развиться начальный диагональный треугольник с волнами 1, 2, потом волна 3. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. И это волна 1. Так, секундочку, это волна 1 начального диагонального треугольника. 2, 3, 4, 5. Что самое интересное, здесь все правила подходят. Зигзаг, 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 зигзаг. В начальном диагональном треугольнике могут быть зигзаги. Что после этого? После этого нам нужна коррекция. И, казалось бы, вот этой коррекции могло бы быть достаточно, если это начальный диагональный треугольник. Но, а если мы посмотрим побольше, то мы очень сильно офигеем, друзья. Потому что у нас есть импульс, далее у нас есть коррекция и импульс. Так вот, если импульс второй, причем посмотрите, они практически одинаковы, хотя я думаю, даже они могут быть полностью одинаковы. Прошу прощения, верну сейчас. Они могут быть полностью, эти два импульса одинаковы, то почему бы просто не предположить, а почему здесь не конечный диагональный треугольник? Импульс в волне А, коррекция в волне Б, импульс в волне С в виде конечного диагонального треугольника. И сейчас вы спросите, слушай, Толстый, а что там дальше-то? У нас же здесь треугольник. Ну, как вам сказать, а почему бы здесь не образоваться начальному диагональному треугольнику? Почему бы и нет? На самом деле. Раз, два, три, четыре, пять. И это будет нисходящий первый импульс и после коррекции продолжение падения. Вот смотрите, в принципе, вроде бы все логично объяснил. Но в первом варианте и во втором варианте мы видим снижение цены. Поэтому, друзья, возвращаемся к самому началу. Если вы держите покупку, еще пунктов 140-150, я подозреваю, что цена вырастет. И самое главное, следить за внутренней структурой вот сейчас этих волн. Потому что есть у нас импульс, коррекция старшего порядка, потом раз, два, три, четыре, пять младшего порядка. Это волна 3 получится, здесь 1, здесь 2. Потом волна некоторая 4, 5. И вот вопрос большой. А может быть все?
Все уже закончилось и будем разворачиваться. И профессионалы Чикагской товарной биржи так и думают. Вот, кстати говоря, первый вариант с треугольником, о нем говорит весь мир. Второй вариант, который я только что нарисовал, исходя из того вопроса, а почему в этой волне, вот в этой импульс, а вдруг его здесь нет, действительно, вот я только что показал, что здесь импульс очень тяжело находится, а вдруг его здесь нет. Чтобы вы понимали, волновая теория Ральфа Эллиота — это умение натягивать сову на глобус, как это сказать, чтобы не быть против правил, исключительно, натягивать сову на глобус исключительно по правилам, вот таким вот образом, да. Так, друзья, по евро, я надеюсь, все понятно. Поехали по золоту. Ага, да, секундочку, я переключусь. Окей. Поехали по золоту. Я ничего вам не скажу хорошего, ничего не скажу плохого. Единственное, что крупные скопления опционных контрактов Call все находятся наверху. Я здесь считал, здесь на несколько миллиардов долларов. Причем, когда я говорю несколько, это не 2, не 3-4, а это там где-то 6-7 миллиардов долларов здесь найти можно наверху запросто. А внизу опционных контрактов Put там буквально на миллиардов, ой, на миллиарда, наверное, 3 находится. А вот, может быть, 4 миллиарда. Собственно, опционных контрактов Call гораздо больше. Но вы прекрасно понимаете, что сейчас, если я напишу, а давайте продавать, и цена упадет, вы все сразу скажете: ё-моё, толстый гений, просто капец, мы идем к нему. На самом деле, друзья, нет, я просто монетку подкинул, и все, орел и решка. Поверьте, по золоту сейчас надо звонить только одному человеку и спрашивать. А именно, вам нужен прямой телефон Белого дома, овального кабинета мальчика по имени Дональд. Вот ему позвонить и спросить: дружище, ты что там вообще делать будешь? Вот просто скажи по правде. Если он вам скажет, ну хорошо, вы тогда будете знать, чего ожидать. Вот и все. Сейчас все зависит только от одного человека, поэтому по золоту я не скажу вам ничего. А по франку я вам скажу. Кстати говоря, одно маленькое наблюдение. Одни из наших американских коллег пишут какую-то чушь, а именно, они пишут, что по евро мы будем очень сильно расти, продолжать. И, внимание, они пишут, что по франку будет сильный разворот вверх. А знаете, в чем прикол? У этих двух торговых инструментов корреляция сильно отрицательная. Они почти зеркальны. А американские наши коллеги, они просто занимаются немножко обманом людей, потому что они в одном из этих прогнозов будут правы. А потом они смогут написать: вот видите, у нас прогнозы с вероятностью 50%. И если вы подключите математику управления капиталом и торговля исключительно на фактах, а не на ожиданиях, а это означает, что вы используете паттерны для входа в рынок, то вы будете в профите. На самом деле, конечно же, это обман, потому что 97 людей не используют математику управления капиталом в трейдинге априори, а входить по паттернам люди даже не понимают, что это такое. Поэтому это, конечно, обман, это людям все надо объяснять, показывать. Они этим, конечно, не собираются заниматься. Но это то же самое, если бы я по 10 торговым инструментам писал прогнозы, только брал бы сильно корреляционные торговые инструменты. Например, евро и фунт. И я бы написал: по евро падаем, по фунту падаем. Прошу прощения, по евро падаем, по фунту растем. Я бы в одном из этих инструментов оказался бы прав, потому что у них корреляция сильно положительная. И если бы, например, мы продолжили расти, по евро минус, по фунту плюс, я бы сказал: видите, я молодец. Это обман. Поэтому по франку, так как он сильно зеркальный, если по евро мы предполагаем снижение, то по франку, внимание, друзья, у нас очень интересная ситуация, а именно вход в снижение через начальный диагональный треугольник, который является импульсом, далее симметричный треугольник, который является предпоследней волной, а следовательно, нам нужно увидеть в этой волне импульс
И импульс, что самое интересное, в двух вариациях. Либо конечный диагональный треугольник, и уже снижение подходит к своему завершению, и мы ожидаем рост. Либо точно так же, как, прошу прощения, либо точно так же, как по евро, у нас образуется здесь треугольник, и выход из треугольника в данный момент в виде зигзага. Не хватает еще двух волн. Но если у нас с вами по евро наверху еще есть какие-то небольшие скопления опционных контрактов call, то по франку для падения нужно найти хоть какие-то крупные скопления опционных контрактов в put, но здесь крупных скоплений нету. Профессионалы не ожидают сильного снижения американского доллара против франка ни по месячным опционным контрактам, ни по недельным опционным контрактам. Поэтому, друзья, я предполагаю, что по франку мы будем разворачиваться именно из-за того, что у нас с вами вот по евро такой структуры нету. Нету симметричного треугольника, а по франку он у нас есть. И мы прекрасно знаем, что симметричный треугольник – это предпоследняя волна. Значит, была у нас одна волна, треугольник, все, вот это последняя волна. Это у нас с вами сейчас последняя волна, следовательно, разворачиваемся, и стратегически целевой уровень, средняя линия симметричного треугольника, то есть потенциал движения по данному торговому инструменту примерно 1000 пунктов. Минимум, подчеркиваю, 1000 пунктов. А еще если мы с вами обратимся к макроэкономическому анализу, то мы с вами должны вспомнить прошлый и позапрошлые годы, когда экспортеры швейцарские приходили к правительству и прямо умоляли их, чтобы Центральный банк Швейцарии совершил интервенцию национальной валюты. То есть выкинул на рынок огромное предложение швейцарских франков. Почему? Потому что если мы посмотрим с вами за последние лет 50, 56 даже почти, то секундочку. Так, секунду. Но я думаю, вы уже видите, что я имею в виду. То есть за последние 56 лет цена швейцарского франка только и делала, что росла против американского доллара. А если ваша национальная валюта растет, это значит, что ваша продукция и услуги на международном рынке становятся каждый раз дороже и дороже. И дошло до того, что реальные экспортеры в 2024-2025 годах приходили к правительству своей страны и прям просили: будьте любезны, проведите интервенцию, уже невозможно. Наша продукция дорожает просто каждый год. Это уже просто беспредел какой-то. Причем у них же издержки также могут расти, ведь инфляция мировая существует. Так представляете, к этой мировой инфляции еще добавляется рост национальной валюты. То есть экспорт не то что растет, как инфляция мировая, а экспорт швейцарской продукции и услуг растет еще и на фоне того, что швейцарский франк растет против американского доллара. Это очень негативно сказывается на швейцарском экспорте. Поэтому я не отрицаю, что в ближайший месяц-два мы можем увидеть интервенцию Центрального банка Швейцарии, которая выразится в том, что доллар вырастет против франка на примерно там 1000 пунктов по минимуму. Это примерно то же самое, что у нас произошло в пятницу. Интервенция Центрального банка Японии. Ну, здесь мы продавали. Вы видите, это был торговый сигнал на продажу. В комьюнити Forex Times он был опубликован, и уровень стоп-лосса уже выставлен в безубыток. Вот, продавали мы, не буду сейчас рассказывать в сегодняшней лекции, почему, какие причины продажи были, но опять же таки продавали мы данный торговый инструмент, и в данный момент у нас прибыль. Ну что ж, друзья, на сегодня, в принципе, все по швейцарскому франку и по евро. Я думаю, что все понятно. По золоту, если вам очень хочется и у вас чешутся ручки, подбрасывайте монетку. Вы можете читать различных аналитиков, но практически все аналитики будут сходиться в том мнении, что золото будет расти,
пока такой беспредел в мире, собственно, творится, дверь которому открыл президент США. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Прошу прощения, что сегодня лекция немного затянулась. Был рад с вами пообщаться. Еще раз, как всегда, приглашаю в конце лекции вас в комьюнити Forex Times. Приходите, вы никогда не пожалеете, тем более, что у нас есть обучение и чат. Чат, в котором голову вы мне можете дурить с утра до вечера. Всем классного вечера и всем пока-пока.